17-й османский султан не имел наследников мужского пола. Истории известна лишь одна его дочь – Кая. Говорят, что в день ее рождения по всему Стамбулу были празднества, а дворцовые пушки весь вечер запускали салют. Султан умер рано, ему было всего 28 лет. Его мать, Кесем Султан, возвела на трон другого своего сына, известного истории как Безумный Ибрагим. Возможно, если бы у самого кровожадного султана Османской империи Мурада был наследный Шахзаде, то история пошла бы по-другому, но к власти пришел Ибрагим, а с ним краткосрочное безумие всей страны, которое, как считают многие, затянулись далеко на многие годы. История, о которой я сегодня вам расскажу, способна вызвать слезы. Конечно, только у тех, кто предпочитает жестким темам любовь. Внучка Кесем Султан и Ахмеда, как описывают историки, была элегантной, стройной и красивой девушкой. Очень набожная молодая Кая Султан в жизни никогда никого не обидела. Всему радовалась, вела тихую и ничем не примечательную жизнь. Жители гарема очень любили и уважали Каю за то, что та всегда была готова прийти на помощь и внести посильный вклад в решение любой их проблемы. Кто знает, вышла бы когда-нибудь эта девушка замуж по собственной воле. Однако ее судьбу решила Кесем Султан. Эсмихан Кае Султан достался политический брак уже во времена правления ее дяди Султана Ибрагима. Но здесь, я думаю, сомнений ни у кого нет. Все дочери и внучки Султана Ахмеда стараниями Кесем состояли именно в таких браках. Такое чувство, что Кесем мстила собственным потомкам за свою несовершенную любовь. На роль жениха Каи был выбран достойный человек. Он, будучи еще молодым юношей, пользовался уважением и признанием самого султана Ахмеда. Учился в школе Эндеруна, а после окончания, как один из самых одаренных ее учеников, сразу стал назначаться на высокие должности. Звали этого государственного деятеля Ахмед Паша. В тот момент, когда Кая стала законной супругой Паши, у них была довольно большая разница в возрасте. В истории нет точных дат, однако написано, что Ахмед по возрасту годился своей жене в отцы. Думаю, приблизительно лет 20 разницы. Понятно, что Кая этому браку не радовалась. Но, как я уже сказала, она была очень набожна, а потому не роптала на судьбу и приняла ее как есть. Новоиспеченный муж султанши отнесся к девушке с пониманием и не стал насильно принуждать ее к выполнению супружеских обязанностей. Более того, Ахмед даже согласился проживать отдельно от молодой жены. Неизвестно, сколько бы продолжался этот раздельный брак. Однако, после замужества Кая Султан проживала во дворце, а Ахмед Паша был постоянно в разъездах. Хоть он и построил отдельный дом для молодой жены, фактически Паша был там крайне редко. Что удивительно, но во дворце и в гареме даже никто не заметил, что султанша никуда не уехала после свадьбы. Этого даже не углядела Кесем Султан. Куда там? Она погрязла в сплетнях и интригах, пытаясь с Турхан поделить власть. Так продолжалось 7 лет. Но все же однажды она призвала к себе Ахмеда и задала вопрос, почему ее любимая внучка до сих пор не родила ребенка. Вот тогда молодым ничего не оставалось делать, как съехаться. Ведь Паша был вынужден рассказать все Кесем, а та, в свою очередь, отдала им соответствующий приказ. Попробуй, не выполни. Впрочем, огонь. Я выучила новое слово вместо «однако». Итак, впрочем, к моменту, когда Ахмед и Кая Султан стали жить вместе, они были уже влюблены. Серьезно? Это произошло случайно возле мечети. Кая Султан выходила с молитвы, когда в дом Аллаха заходил Ахмед. Супруги не виделись 7 лет, и когда они случайно столкнулись, Кая, наверное, подумала, как же хорош с собой Ахмед, а тот, в свою очередь, изумился красотой Эсмихан. Так или иначе, молодые влюбились с первого взгляда спустя несколько лет, но они оба об этом не знали, то есть султанша не ведала, что приглянулась Паше, а Ахмед не знал,
что его законная жена сочла его красивым мужчиной. Втайне они любили друг друга, боясь признаться. Приказ Кюсем о немедленном сближении мужа и жены все их сомнения в необходимой близости разрешил. Кая и Ахмед зажили в отдельном дворце очень счастливо. Наверное, об их дальнейшей судьбе написали бы не одну книгу о красивой и вечной любви, но первая беременность Каи Султан протекала очень тяжело. В результате случился выкидыш. Ахмед как мог поддерживал свою любимую, старался чаще бывать с ней. Через какое-то непродолжительное время судьба подарила Кае вторую беременность. Паша оберегал ее, оба супруга с трепетом ожидали дня рождения малыша. Однажды султанше приснился сон. Она проснулась с криками, а когда Паша успокаивал ее, долго плакала. Кая рассказала мужу, что ей приснился жуткий сон, где и она, и руки Паши в крови. Ахмед успокоил супругу, сказав, что это просто дурной сон, однако его самого терзали сомнения. К тому моменту произошел очень неприятный инцидент. Кюсем обвинила Ахмеда в том, что со своей должностью он не справляется, и велела уехать служить далеко от Стамбула. Эта новость пришлась ему не по душе, да и Кая сильно расстроилась. Начались вторые роды, которые протекали очень и очень тяжело. Султанша потеряла много крови, и ее сердце не выдержало. Женщина скончалась через несколько дней, и почти сразу умерла ее новорожденная девочка. Ахмед Паша долго и сильно рыдал возле гроба своей любимой женщины, да так, что вызвал осуждение великого визиря Киприлю. Тот сказал: «Ну надо же, плачет, как женщина. Не плачь, Паша, я вновь тебя женю». Ахмед воспринял это как оскорбление и жестко отреагировал на реплику визиря. После похорон жены Ахмед уехал на войну, а Киприлю, как и обещал, заочно женил его на другой женщине. Но Ахмед никогда не встретился со своей новой супругой, он погиб в сражении. Таким образом, Паша пережил свою любимую жену на 3 года. Эту историю мы знаем благодаря тому, что она была подробно описана в книге известным османским писателем Эвлия Челеби. Он и Ахмед были молочными братьями, очень дружили и были близки. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал и посещайте вкладку сообщества, чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.